Вглядитесь в это лицо. Вчитайтесь в каждую черту. Новый музей Берлина, толстое защитное стекло, направленные лучи продуманной подсветки, и за всем этим стоит одна из самых узнаваемых скульптур в мире. Бюст, ставший воплощением идеала женской красоты для всего человечества. Нефертити. Ее имя звучит как мелодия, пришедшая сквозь тысячелетия. «Прекрасная пришла», так переводится ее титул. Высокие скулы, тонкая шея, миндалевидные глаза с угольно-черной подводкой и загадочная, почти невесомая улыбка, обещающая вечность. Скульптор Тутмос, создавший этот образ 3300 лет назад, был истинным мастером идеологического искусства. Он не просто изваял женщину, он сотворил икону. Он заставил мир поверить в совершенную божественность египетских правителей. Мы смотрим на этот бюст и воображаем жизнь, наполненную сладостной негой, ароматами лотоса, золотыми ладьями на Ниле и силой, не знающей границ. Мы рисуем в мыслях легенду о великой любви фараона-реформатора Эхнатона и его прекрасной супруги, дерзнувших бросить вызов древним богам и воздвигнуть город солнца. Но что, если я скажу, что этот бюст — самая великолепная ложь в истории искусства? Что если за этим совершенным лицом, вырезанным из известняка и покрытым краской, скрывалась реальность, от которой современного человека пробирает холод? Реальность не о роскоши и золоте, а о разлагающейся живой плоти, о наследственных уродствах, о непрекращающейся боли и о такой жестокости, которая граничит с безумием. На протяжении веков пески Египта молчали. Гробницы были разорены грабителями, мумии растерзаны в поисках амулетов, имена сбиты со стен врагами. Казалось, правда исчезла навсегда. Но археология 21 века изменила правила. Вместо романтиков в пробковых шлемах пришли генетики в стерильных лабораториях. Долина царей превратилась в гигантскую криминалистическую станцию. Томографы рассекали мумии лучами, не нарушая бинтов. Секвенаторы ДНК пробирались в порошок костей, чтобы прочитать код, написанный за много веков до нас. И то, что они обнаружили в высохших клетках, разрушило привычный миф. Это не история любви. Это хроника биологического коллапса. История семьи, которая ради божественной чистоты крови превратила себя в морально-анатомический кошмар. Мы открываем тайное медицинское досье XVIII династии. Мы снимаем золотые маски, чтобы увидеть истинные лица тех, кто правил миром. И эти лица пугают. Готовьтесь. Вы увидите Египет таким, каким он был доступен только патологоанатомам. Наше расследование начинается не во дворце, а в месте, больше напоминающем тайник преступников. 1898 год. Золотой век египтологии. Француз Виктор Лоре спускается в глубокую шахту в долине царей. Он открывает гробницу номер 35, официальное место упокоения фараона-воина Аменхотепа II. Но находка поражает. Гробницу использовали повторно. Жрецы, спасая мумии от разграбления, складывали их здесь в смутные времена. И в одной из боковых камер, прямо на голом каменном полу, в пыли и мусоре, он обнаруживает 3 тела. Без саркофагов, без масок, с грубо сорванными льняными пеленами. Видимо, древние воры выдрали их в поисках амулетов. Перед археологами предстала жуткая семейная сцена. Пожилая женщина с удивительно хорошо сохранившимися длинными каштановыми волосами, ее назвали «старшая дама». Рядом лежал мальчик около 10 лет с традиционным локоном юности на виске. И третий — молодая женщина, младшая дама. Ее вид заставил содрогнуться даже опытных исследователей. Огромная пробоина на месте рта и левой щеки, раздробленная челюсть,
выбитые зубы, вдавленные в область гортани проваленная глазница. Правая рука отломана и лежала отдельно, словно сорванная в отчаянной борьбе. Грудная клетка проломлена. Кто она? Почему ее похоронили без почестей? Почему бросили в чужой гробнице, лишив имени, второго ключа к вечности? Кто-то очень влиятельный хотел, чтобы память о ней исчезла. Но ДНК ничего не забывает. 100 лет спустя мумии заговорили. 2010 год. Каирский музей. В подвале, защищенном от жары, открывается стерильная молекулярная лаборатория стоимостью в миллионы долларов. Захи Хавас собирает международную команду лучших генетиков из Египта, Германии, Италии. Проект «Семья Тутанхамона» — беспрецедентная попытка извлечь ДНК из высохших останков, пролежавших под пустыней почти 3,5 тысячелетия. Это словно собрать роман из конфетти после взрыва. Жара разрушает молекулы, бальзамировочные смолы уничтожают материал, тысячи людей касались мумий, оставляя свою современную ДНК. Ученые использовали микробуры, чтобы достать чистые образцы из глубин бедренных костей, куда не проникали ни смолы, ни руки людей. Компьютеры сутками обрабатывали миллионы фрагментов. И когда результаты появились, никто не поверил. Анализ повторили в независимой лаборатории Соединенных Штатов Америки. Ошибки не было. Первая сенсация. Старшая дама, царица Тия. Младшая дама, биологическая мать Тутанхамона. Отец тут хорошо известен — Эхнатон, чья мумия найдена в загадочной гробнице KV-55. Генетика это подтвердила. Но кто мать? Не Нефертити. У нее нет титула царской дочери. И тут главное открытие. Младшая дама, дочь Аменхотепа III и Тии. Эхнатон — тоже их сын. То есть родители Тутанхамона — родные, брат и сестра. Трагедия только начиналась. Почему они это делали? Фараоны считали себя потомками богов, а боги, как известно, вступали в браки между братьями и сестрами. Кровь фараона считалась священной субстанцией. Смешать ее с простыми людьми значит осквернить ее. Они хотели создать божественную династию, но получили генетическую катастрофу. Искусство амарны, вытянутые черепа, женские бедра у мужчин, длинные пальцы долго считали символизмом. Кто-то видел даже инопланетян. Но ДНК показала, перед нами симптомы наследственных заболеваний. Вероятные диагнозы. Синдром Марфана, удлинение конечностей, деформация грудной клетки, гормональные сбои, вызывающие женственный тип фигуры у мужчин, преждевременное срастание швов черепа, приводящее к вытянутым головам и мучительным головным болям, редкие мутации, деформирующие кости. Тутанхамон, которого представляли юным воином, был тяжело больным подростком. У него расщелина неба, сильный сколиоз, тяжелая косолапость, болезнь Келлера II, разрушающая кости стопы. Он испытывал адскую боль при каждом шаге. В его гробнице нашли 130 тростей, не символ власти, а необходимые костыли. Он умер не в сражении. Его организм, ослабленный инцестом, не справился с малярией и инфекцией после перелома ноги. Но младшая дама вызывает еще больше вопросов. Реконструкция ее травмы показала — это не несчастный случай. Это удар тяжелым лезвием по лицу, нанесенный при ее жизни. Кровь пыталась свернуться. Это казнь. Или убийство в порыве жестокости. И, возможно, это случилось в самом дворце Ахетотона, в хаосе последних лет правления. Кто приказал? Кто боялся ее? Кто ненавидел? И вот новое открытие. В гробнице Тутанхамона нашли 2 мертвых новорожденных девочек. ДНК показала, что это его дети. Их мать, Анхесенамон,
дочь Эхнатона и Нефертити. Еще один инцест. Обе девочки были тяжело больны и нежизнеспособны. Династия угасала. Так завершилась великая линия Тутмосидов, не на поле битвы, а в тишине родильной комнаты. Нефертити же исчезла. Но данные из Дар-эль-Берш свидетельствуют, что она была жива на 16-м году правления Эхнатона и, возможно, стала его соправителем. Она могла править как фараон под именем Нефернефруатон или Сменхкара. Где ее тело? В 2015 году Николас Ривз заявил: гробница KV-62, где найден Тутанхамон, изначально была женской. Под штукатуркой северной стены он обнаружил следы замурованной двери. Гробница Нефертити может находиться прямо за этой стеной, в нескольких метрах от туристов. Радары японского специалиста Ватанабе показали наличие пустоты и металлических объектов. Последующие сканы дали неоднозначные результаты. Египетские власти боятся повредить росписи и не разрешают вскрывать стену. Нефертити одновременно может быть там и не быть. А теперь о черепах. Амарнские принцессы изображены с вытянутыми головами, и томография показала, что их черепа действительно были удлинены, но не в той гротескной форме, как в искусстве. Антропологи нашли следы искусственной деформации. Младенцам бинтовали головы досками, чтобы те походили на Эхнатона. Болезнь превратили в культ. Красота — в уродство. Представьте младенцев, чьи мягкие черепа затягивали в тугие повязки. Ахетотон был золотой клеткой. Изолированный город, фанатичный отец, амбициозная мать, больные дети. Они жили только среди своих. Это была секта. Судьба Тутанхамона — особая трагедия. Его мать убита, мачеха, возможно, ненавидит его. Он болен, он марионетка в руках Эйе и Хоремхеба. Его смерть в 19 лет — не случайность, а итог деградации рода. После его смерти династия рухнула. Жрецы уничтожали имена амарнского периода. Операция «Damnatio Memoriae» почти стерла их из истории. Но ДНК вернула им голоса. Теперь мы видим под золотой маской не Бога, а страдающего ребенка, под идеальным бюстом — не прекрасную царицу, а отражение амбиций и фанатизма. И сегодня младшая дама лежит под стеклом, изуродованная, но больше не безымянная. А Нефертити, возможно, все еще ждет за замурованной стеной. И стоит ли вскрывать стену в гробнице Тутанхамона, рискуя уникальными росписями ради шанса найти Нефертити? Или некоторые тайны слишком тяжелые, чтобы их открывать? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.